Всем привет! Сегодня у меня на столе аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF487. Расскажу, что она из себя представляет и как в работе. У меня версия в минимальной комплектации, шуруповерт, клипсы на пояс и двусторонняя бита. Габариты. Длина корпуса 151 мм, высота 195 мм. В голом виде весит 935 грамм. С маленьким АКБ кило 300. Компактный и легкий шурик, которым удобно работать. Все на своих местах, развесовка отличная. С большим аккумулятором уже похуже, но все равно работать вполне удобно. Качество сборки. Тут вообще без вопросов. После китайских брендов этот шурик приятно держать в руках. Литье аккуратное, облоя нигде нет. Где пальцем не проведи, нет желания доработать напильником. Снимаю шляпу. Это дерзко, элегантно и изящно. Патрон. Здесь он фирмы Рем от 1,5 до 13 мм. С трещоткой и блокировкой. Переднее кольцо вращается. Кожух пластиковый, так что никакая краска не облазит. Мне этот патрон так понравился, что я поставил такой же на шурик Milwaukee. Обзор есть на канале, ссылка в описании. По биению. С завода его не было вообще, через полгода появилось еле заметное. Все как у любого шуруповерта, в работе это никак не мешает. Сверлит ровно. Моменты скорости. Муфта имеет 21 положение. 20 на заворачивание и чуть-чуть дальше режим сверления. Максимальный крутящий момент 40 ньютон-метров. Две скорости 500 и 1700 оборотов в минуту, переключатель сверху. И он один из самых удобных, что мне попадался. Никуда не заедает, в промежуточное положение не падает, усилия прикладывать не надо. Кайф. Подсветка. Она тут всратая, находится прямо под патроном, поэтому нормально освещает рабочую зону только с длинной оснасткой. Хоть что-то подсвечивает с 305-м битодержателем. Ага, в потолок крутить. Я еще вдобавок, когда работаю, умудряюсь ее пальцем перекрывать. Если мох растет с северной стороны, то солнце явно не на своем месте. Солнце не на своем месте. Как он в работе? Скажу сразу, никаких 300-х глухарей я им не крутил. Говорить буду про более распространенные задачи, саморезы, шурупы, сверление дерева, металла, пластика и так далее. Собирать им мебель, что из ДСП, что из массива, одно удовольствие. Муфта деликатная, кнопка отзывчивая, можно держать минимальные обороты. Пока собирал стеллажи из тонких реек, ни один саморез не провернул. Для сборки прям отлично. Совсем мелкие часовые саморезы муфта не чувствует. А на шуруп 2,5 на 10 уже срабатывает. Что могу сказать про 20 положений трещотки? Попробовал раз 5 накрутить лесенку из положений муфты для видео. И тут мы с ней друг друга не поняли. Время от времени одно из положений проскакивает в случайном порядке. То есть срабатывает чуть раньше или позже. Не критично, жить не мешает, но идеально эту муфту я не назову. Сверление. Сверлит нормально. Но это компактный шуруповерт. Большие диаметры не его стихия. Так, для дерева, пластика, металла в разумных пределах без проблем. Так, сильные и слабые стороны. Плюсы. Размеры и эргономика. Это маленький, легкий, удобный для меня прям то, что надо. Цена. За такое качество я считаю отлично. Без танцев с бубном в любом интернет-магазине сейчас его можно купить за 130 баксов. Плюс-минус. У тех, кто возит из Европы и Азии, можно вообще взять за сотку. У меня вот сделанный в Китае для Китая же. То, что вы получаете за эти деньги, я считаю просто отлично. Здесь действительно есть смысл вместо покупки профессионального китайца немного докинуть и купить эту штуку. Даже для бытового применения. Там дома, дачи, гаража. То есть берешь и не думаешь, а не сдохнет ли он через месяц. Кстати, для бытового применения можно немного сэкономить на аккумуляторах. Я этот шурик несколько месяцев использовал с АКБ Profi Power. Полет нормальный. Конечно, Makita лучше. Но если надо для дома, не часто, вполне себе вариант. Потом со временем докупите фирмовые. Ремонтопригодность. Тут все хорошо. Что-то можно найти у нас, что-то заказать. Естественно, самая дорогая запчасть – это контроллер с платой. Но это не замена половины инструмента, ничего критичного. Починить можно, в отличие от многих профкитайцев и Milwaukee. Минус. Подсветка. Что можно про нее сказать? Говно. Почему нельзя было этот диод сделать снизу, чтобы он светил куда надо, для меня остается загадкой. Нюанс незначительный. Если вы работаете в толстых перчатках или у вас большая ладонь, то он вам будет тупо маленький. Но это мелочь. Итого. 487 – это простой, качественный и удобный шуруповерт. Большинство задач, которые обычно ставятся перед дрелью-шурупером, он закрывает без вопросов. Могу рекомендовать. На этом, собственно, и все. Подписывайтесь. Всем удачи. Нужен будет совет? Забегай. Переозвучено исключительно ради сохранения ваших барабанных перепонок. Не благодарите.